there's no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Think you better run out. Здорово, пацаны, пацанята, девчушки и девчата, с вами Дрик. И сегодняшний выпуск Игра новостей по Alpha Ace должен быть очень интересным. Так что приготовься, ибо будет довольно-таки жарко. Фух, и стоп, давай-ка перед началом я тебе покажу еще один годный игровой канал. All Games Expo, где ты сможешь найти уйму интересного контента. А именно, данный канал публикует видео с фрагментами из различных игр, которые пополняются с постоянной периодичностью. Я уверяю, посмотря несколько видосов, ты не пожалеешь и захочешь еще одну дозу такого же контента. Поэтому подписывайтесь на данный канал, ссылка в описании к видео. И в сегодняшнем выпуске Игра новостей вы увидите: в Alpha Ace добавили новый скин, новые пасхалки и почему игра может выйти в скором времени. Погнали! Итак, если вы не смотрели прошлый выпуск, где я рассказывал про новый трейлер игры и многое другое, очень советую посмотреть, чтобы быть в курсе всех новостей и понимать, о чем мы говорим в данном видосе. Кстати, он всплыл вам в правом верхнем углу. А собственно начнем с того, что в недавнем трейлере нам на первый взгляд не показали ничего нового. Однако это лишь на первый взгляд. А вообще в самом начале мы видим новый скин на Бизон под названием Курорт, на котором, кстати, изображена вроде как новая карта. Кроме того, там еще изображено кое-что интересное, но об этом немного позже. Также, вроде как, следующее, что вы увидели, это такое изображение на стенке, которого ранее не было. Некоторые ребята предполагают, что это клавиши пианино, на что это реально очень похоже. Однако, почему это изображено на стенке, я хз. Возможно, это просто рандом, а может пасхалка и намек разрабам на что-то. Итак, давайте вернемся к скину, ибо здесь есть очень интересная деталь, которую почему-то никто кроме меня не заметил. И это надпись на обойме от ПП Бизон. Скорее всего, данная надпись написана на тайском языке. Однако качество настолько плохое, что переводчик ни в какую не может ее определить. И все, что у меня удалось, это первый вариант Euro, а второй вариант это цифра 9 и точка. И все, однако не стоит из этого как-то что-то копать и строить теории, что возможно это дата выхода и так далее. Возможно, у вас получится перевести данную надпись. Если что, пишите. Но я предполагаю, что там просто название скина на тайском языке или просто бессмысленная надпись. Кстати, в самом низу, где отображается ник игрока, написано слово «Тити». Что бы это ни значило, но это довольно-таки забавно. Ну и меня спросят: Дрик, ты говорил, что в марте выйдет игра. Сколько еще ждать? Еще раз повторяю, что официальной даты выхода нету ни у кого, а кто говорит ее, это предположение либо откровенная ложь. Однако, как мы знаем, игра с большой вероятностью выйдет в марте. И я бы даже сказал, что мне кажется, что, собственно, она выйдет прям в ближайшем времени. Вплоть до того, что с 9 по 19 марта. Но вся эта ситуация, происходящая в мире, может очень пагубно повлиять на выход игры. И возможно именно из-за этого выход бета-теста немного затянется. В общем, если все будет хорошо, мы можем ждать игру в скором времени. Ну а если я тебя хоть чем-то зацепил и ты не хочешь пропустить свежие новости по данной игре или другим крутым проектам, то подписывайся на канал, бро.
Мы двигаемся с вами к 4000 подписчиков. Буду очень-таки рад, если я тебя заинтересовал и ты поможешь нам. Спасибо еще раз. Удачи и пока-пока.